Приветствую всех на канале. Вот такой вот равчик гибридный к нам попал в работу. И люди жалуются, что автомобиль запускается и глохнет. На самом деле здесь проблема в том, что он даже не запускается. И с выхлопа просто выкидывает огромное количество бензина, запах бензина в боксе. И автомобиль у нас не запускается. Но многие на этом обжигаются, потому что думают, что автомобиль запустился. На самом деле просто мотор-генератор 1, он вращает с большими оборотами. И это порядка 800 оборотов, в отличие от стартера, который вращает при 200 оборотах. И многие на этом как раз обжигаются. На самом деле автомобиль не запустился. И когда мы выкрутили свечи, все свечи у нас были мокрые. И проверили на искру, у нас нету искры. При этом бензин у нас впрыскивается. В общем, сейчас будем продолжать разбираться с этой проблемой. Есть подозрение, что все-таки проблема в сигнализации. Но сейчас взяли осциллограф и хотим посмотреть, что у нас будет на катушках зажигания, есть ли у нас питание. В общем, сейчас этот момент проверим. И тогда будем дальше смотреть и узнавать у клиента, что с сигнализацией. Автомобиль уже был в Украине, эксплуатировался в Украине, но, видимо, попал уже в ДТП в Украине. В общем, будем разбираться. А ну давай, крути. Так, но у нас бензин впрыскивается с 4-го цилиндра, но при этом импульсов у нас никаких на катушке нету. Кстати, удобный осциллограф, маленький, компактный и очень удобно им пользоваться. Он на 2 канала, можно и кан проверять, и датчики коленвала, распредвала, синхронизацию. Поэтому очень удобно, рекомендую. В общем, мы тогда будем разбираться, почему у нас нету сигнала на катушке. При этом питание у нас 13,8 вольт, потому что сейчас на блоке питания стоит. У нас есть на все катушки. То есть у нас просто нету сигнала на катушке зажигания. При этом видно, что с 4-го цилиндра у нас бензин просто впрыскивался под капот. Нашли схему управления катушками зажигания, и видно, что у нас плюс идет через предохранитель, он у нас есть, минус у нас тоже есть, а управление катушками зажигания идет от блока управления. Но поставить как минимум 2 реле, потому что мы проверили вот эти 2 на первую и вторую катушку, и у нас нету сигнала ни на одном. И чтобы поставить 4 реле, которые будут обрубать катушки, это маловероятно. Поэтому, скорее всего, у нас отключено питание катушек, которое идет на блок управления. Поэтому сейчас нужно будет найти схему блока управления и смотреть там. Интересная картина получается на этом равчике, что на датчике, на импульсном колесе коленвала, под датчик коленвала, есть обнуляющий промежуток. А по осциллограмме этого не видно. Сейчас еще раз попробуем подвинуть датчик чуть наружу и посмотрим, будет ли что-то меняться или нет. И автомобиль перестал запускаться после того, как он попал в ДТП и была разбита нижняя часть. Менялась коробка, что-то делалось с мотором. И пока непонятно, почему автомобиль у нас не запускается. О, вот это я отодвинул. А ну, уменьши чуть. Вращай. Не запускается? У нас уже даже успела разрядиться батарея высоковольтная, а здесь литионная. И это у нас не плагин гибрид. Поэтому заряжали, добирались напрямую к батарее и заряжали ее блоком питания. Сейчас зарядили и дальше будем заниматься автомобилем.
Здесь батарея установлена уже литионная, как я сказал. Емкость батареи 4,3 ампер-часа и напряжение батареи 250 вольт, что-то около того. В общем, уже зарядили и продолжим дальше ей заниматься. Так, сейчас мы отодвинули датчик от импульсного колеса немножко дальше. И у нас уже автомобиль начал запускаться. И вот что, как у нас будет себя вести график. Саня, запускай. Сигнал. Нету с датчика коленвала сигнала. А ну подожди. Подожди, Сань, вырубай. Заглуши. Кстати, через несколько секунд автомобиль у нас запустился. Но не было осциллограммы датчика положения коленвала. И мы сперва подумали, что у нас отпал щуп осциллографа. Но как позже оказалось, с щупом все хорошо. И у нас действительно нет сигнала с датчика положения коленвала. И по сути у нас автомобиль запустился в аварийном режиме по датчику распредвала. После того, как мы немножко поиграли с зазором между датчиком и импульсным колесом, у нас получился такой вот график. Так, сейчас у нас датчик стоит, осциллограф стоит на датчике коленвала и датчике распредвала. И посмотрим, что у нас показывает. Крути. Ну, по датчику коленвала у нас график должен быть не такой. Там есть один широкий обнуляющий, но здесь показывает, что попало по осциллограмме. При этом датчик распредвала показывает все как надо. И автомобиль у нас запускаться не хочет. Он вращается за счет мотор-генератора, но это не запущенный мотор. Но при этом, если откинуть датчик коленвала, то автомобиль у нас хоть и не с первого раза, но запускается. Запускается, работает, и в принципе все нормально. Единственная проблема — долгий запуск. Естественно, это аварийный режим, и, конечно, будет больше расход топлива. И горит ошибка по датчику коленвала. В общем, остается только подкидывать сюда другой датчик и смотреть, что у нас поменяется по осциллограмме. Так, а вот что мы имеем. Не знаю, будет это видно или не будет. Наверное, не будет. Но сама шайба бьет по плоскости. А ну возьми фонарик, посмотри. Еще дальше. От меня, вот сюда. Сюда. Да. К сожалению, не видно отсюда, но, в общем, биение очень сильное. А сейчас, хотя можно на камеру это снять. Да. Надо, чтобы Леха заглушил. Видно, видно. А ну, Леха, глуши. Заводи. Запускай. Глуши. А ну, покрути рукой. Это вон видно. Вот посмотри, зазор какой. Что зазор меняется. По зазору смотри. Вот сейчас как здесь подходит. И как сейчас. Вот, смотри, какой, насколько зазор меняется. Вот из-за этого изгиба у нас машина и нормально не работает. Шайбочку чуть подогнули, из-за этого она у нас просто сходит с ума. А вот у нас сам диапазон работы этого датчика. На размер вот этого QR-кода, который здесь есть, вот как раз на его диапазоне он и работает.
А у нас импульсное колесо гораздо сильнее бьет. Из-за этого у нас и помехи, то, что мы видели на осциллографе. И вот такая вот ситуация у нас есть. Теперь будем согласовывать снятие коробки. Вернее, так как мы не занимаемся снятием агрегатов, вот таких вот коробок, то будем предлагать либо партнеров наших, либо же СТО, который нам предоставил автомобиль, сами будут снимать коробку и ремонтировать, либо менять это импульсное колесо. На сегодняшний день наша работа по нему завершена. Мы все теперь нужно будет собрать в кучу, потому что много чего пришлось поразбирать, пока мы дошли до этого момента. Ну и дальше будем смотреть. Либо же нам привезут его продолжать, либо же все будет нормально, и автомобиль уедет своим ходом. Так что вот такой вот был ремонт. Если будет продолжение, обязательно вставлю. Ну а на сегодняшний день пока что все. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Думаю, еще будет много чего интересного. До скорой встречи, всем пока!